Всем привет! Мы продолжаем серию видео о нашем велопутешествии по Азии летом 2019 года. Помните, как в прошлом видео мы мокли под дождем, пробовали мьянмарскую еду и стояли в пробках в Янгоне? В этом видео мы поедем в самое классное место Мьянмы, Старый Баган, ради которого, в принципе, в Мьянму туристы едут, и расскажем вам о самом дешевом способе туда добраться из Янгона. Поехали! Впервые за 1,5 месяца нашего велопутешествия по Азии мы оставили свои велосипеды на 2 дня в Янгоне, в хостеле, и уехали радиально в Баган. Поездка оказалась настолько насыщенной, что мы решили посвятить ей целое видео. Из Янгона в Баган можно добраться 2 основными способами: на поезде и на автобусе. Мы решили проверить самый жесткий и самый бюджетный вариант – на поезде в общем классе. Если вы все-таки экстремалы и хотите испробовать поезда, то у вас тоже будет 2 пути: купить билет в обычный класс или в слипер класс. Мы выбрали обычный класс, который стоит около $3 человека. Достаточно дешево. И это за 19 часов пути. Как позже оказалось, за 20,5, потому что поезд опоздал на 1,5 часа. Поезд нас удивил с самого начала, еще с зала ожидания. Вообще, в принципе, мы ожидали увидеть что-то подобное. В Индии было еще грязнее, люди сидели на полу. Здесь они тоже сидели на полу. Когда мы зашли в поезде стало весело. Везде ходили торговцы, все что-то предлагали, продавали, начиная от еды, фруктов и заканчивая даже коврами. То есть на этом ковре можно было, по сути, даже спать в поезде. Многие люди спали прямо на полу, и это нормально, в проходе через них просто переступали. Мы же не взяли с собой коврик, ковер мы тут не купили, поэтому нам пришлось ютиться на одной полке практически до самого утра, пока многие люди не вышли. Тогда мы смогли лечь каждый на свою полку, но так как Юра высокий, он только наполовину помещался на полке, а ноги ему пришлось закидывать на стену. Хотя нам предлагали поменять наши жесткие сиденья на мягкие, которые раскладываются, на которых можно развалиться и спать, в другом вагоне с доплатой примерно в $3. Но мы отказались, мы же по-жесткому любим путешествовать. Шатало в поезде страшно. Иногда казалось, что вагон прям перевернется, и поезд сойдет с рельс и поедет каждый вагон своей дорогой. Поворотов здесь было много, и на каждом повороте шатало, просто вот так вот. И в этих условиях официанты доставляют еду прямо по вагонам. То есть человеку нужно пронести чашечку кофе, пусть и закрытую, вместе с тарелкой риса через 9 вагонов, которые шатают вот так вот. Это просто героическая работа. Если вы все-таки решите поехать в вагоне, где можно спать и где есть кондиционеры, то это стоит около $12 за человека. То есть в 3 раза дороже, но больше комфорта. Назад мы поедем в автобусе примерно за $10 с человека. По приезду после суток в поезде нас атаковали таксисты, и каждый хотел нас подвезти. Но ноги так затекли, что хотелось эти 5 километров до города просто пройти пешком. Да, они, видно, уже видят, что к нам подъезжает каждый. Это уже 6-й или 7-й, мы всем отказываем. Один предлагал даже бесплатно подвезти. Они начали камеру бояться. Да, что-то боятся. Но пройдя пару километров, мы все-таки решили, что не будем терять времени и лучше подъедем. И нас подвезли бесплатно, просто какая-то машина остановилась и предложила нас подвезти. Первое, что мы сделали, поселились в гестхаусе и немножко выспались после суток в поезде. А потом уже отправились на прогулку к пагоде, одной из самых классных пагод вообще, которые мы видели в Мьянме, пагоде Швизигон. Но по пути к ней мы увидели, что люди играют в волейбол возле другой пагоды. Как вы поняли, в Мьянме везде пагода. И я не удержалась, чтобы не поиграть, уже хотелось размяться. За моей
спиной одна из главных достопримечательностей, ради которой люди едут в Баган. Она находится в городе Нраук-У. Она очень высокая, красивая, очень атмосферная. Была она построена еще в начале 12 века, уже закончено строительство, но много раз она подвергалась землетрясениям, поэтому ее восстанавливали, и в прошлый раз потратили даже 30 тысяч медных пластин, чтобы восстановить вот этот вот купол. Она известна среди буддистов благодаря тому, что здесь хранится зуб и кость Гаутамы Будды. Много людей сюда пришло именно молиться. Вход сюда бесплатный, но нужно обязательно разуться и даже снять носки, как и во всех пагодах в Мьянме. И у нас создалось впечатление, что мы пришли в настоящую пагоду, а не в просто развлечение для туристов, которые сделали из некоторых других пагод. Чтобы проникнуться всей этой божественной атмосферой вокруг пагоды, нужно прийти сюда хотя бы на часок, чтобы погулять, посидеть, подумать, посмотреть по сторонам. Так мы и сделали, встретив тут закат. На следующее утро мы отправились на исследование самого интересного – храмов Старого Багана. Территория настолько огромная, что даже не думайте обойти ее пешком. Большинство туристов перемещаются на электробайках, тук-туках или велосипедах, но некоторые даже умудряются перемещаться с помощью лошадей. Лично мы колебались вначале между двумя вариантами – электробайком и велосипедом, но в итоге решили остановиться на электробайке, потому что уже этим вечером нас ждал автобус в Янгон. Самое интересное, что здесь нельзя взять на прокат обычные бензиновые байки, только электробайки. Видимо, заботятся об экологии, и называют они их тоже очень интересно. Иба! Сняли электробайк за 6 тысяч, это примерно $4. И главная его особенность это то, что он бесшумный. По сравнению с газонокосилкой на заднем плане. Да, он бесшумный. И когда ставлю колени, мне уже сложно им поворачивать, потому что колени упираются в ручки. Нам сказали, что его хватит на весь день, но вообще, если только ездить, то всего 4 часа. Залог мы сказали, из какого отеля мы выписались. Мы спокойно въехали на территорию, которая внесена в список наследия ЮНЕСКО, без каких-либо касс, ограничений, шлагбаумов, и начали ее исследовать. Поначалу храмы нам показались не такими привлекательными внутри, как снаружи. Самое популярное занятие в предприимчивых местах – продавать картины. К вам спокойно в храме может подойти какое-то место и начать с вами между делом разговаривать, а потом настойчиво предложат купить его искусство. И цены вроде бы на это адекватные, но нам в велопоходе картины были ни к чему. В прошлом видео мы уже рассказывали вам о танаке. Это такой порошок из коры дерева, который вместо девушки смачивают водой и мажут на лицо, что уберегает их от насекомых и позволяет выглядеть всегда на высоте. Так вот, можно попробовать такой вот макияж прямо возле храма Багана, совершенно бесплатно. А если понравится, купить себе поленца в подарок, как сувенир из Мьянмы. Эффект от танаки наступает не сразу, минут через 5. Вот такой вот появляется на лице. А вначале почти ничего не видно. Такое поленце в 2 раза больше стоит, около $4. Но хватает его надолго. Мы знали, что вход в храмовый комплекс Багана стоит $25 с человека, но мы нигде не видели касс. До того времени, пока не приехали к одному из самых главных храмов Багана, храму Ананди. Мы долго морозились и думали, покупать нам билет или нет, но в итоге решили, что нужно брать, потому что мы здесь находимся всего сутки. И в билет входит посещение всего храмового комплекса Старого Багана. И скажу вам по секрету, можно было обойтись без него. А почему, узнаете в конце видео. Билет действует 5 дней, но мы не были теми счастливчиками, которые могли воспользоваться всем этим, потому что уже послезавтра у нас был вылет в Китай.
такие мне больше нравятся, где нет людей, где тут все такое старое, не отреставрированное. Не, и это реставрировали по-любому, но не так очевидно. Просто позамазывали, чтобы дальше не отколупывалось глиной обычно и все. Кстати, храмовый комплекс вошел в список наследия ЮНЕСКО за 2 недели до нашего приезда. И сколько же там храмов? По данным Википедии, сохранилось аж 3822 храма. Ни хрена себе! Река Ирвати – самая популярная, самая большая река в Мьянме, которая протекает практически через всю страну. По реке можно добраться из Багана в Мандалай. Это стоит около $35 и занимает примерно 8 часов, но есть судна, которые плывут дольше, еще останавливаются по пути. Вот, мы туда не поплывем, но такая опция есть. А за моей спиной золотая ступа, очень красивая, с видом на реку Иравати. Эй, девушка, где ваш билет? Предъявите билет. По полю уже пошел. Да, что-то дороги тут перерыли все, перепахали, которые были на Maps with Me. Хорошо, что мы на велосипедах сюда не заехали. Этот храм напоминает прям такой город внутри. Здесь много разных проходов, улиц, так называемых, окон. В общем, можно долго тут ходить. У нас второй раз проверили билет. Ой, первый раз проверили билет. Как видите, билет у нас требовали всего 2 раза при входе в храм Ананда и на смотровую точку. То есть без билета вполне можно обойтись. В храм можно не идти, потому что он снаружи тоже очень красивый, а на смотровую точку можно попасть в другом месте. Так вы сэкономите по $25. Территория Старого Багана такая большая, и там столько храмов, что они раньше были открыты. И туристы прям выбирали место, куда им пойти посмотреть на закат. Местные начали закрывать храмы своими замками, а потом находить туристов и предлагать им открыть какие-нибудь ворота, чтобы те могли залезть наверх и посмотреть на закат. Но взамен вам нужно либо купить картину у него, либо заплатить. До автостанции мы спокойно добрались автостопом, а вот по поводу автобуса, если будете все-таки ехать из Багана в Янгон, то надевайте на себя все, что видите. Было так холодно, что в 4 утра мы просто задубли и начали одевать себе подушки для шеи на голову. А еще мы познакомились с мьянмарцем, который часто мотается между этими 2 городами. Так он специально в автобус себе берет шапку, куртку и одевает 2 штанов. Нам оставалось собрать вещи и отправиться в аэропорт, откуда мы улетали в Китай. О Янгоне рассказывать не будем, о всем его насыщенности и колорита мы уже рассказали в прошлом видео. Смотрите по ссылке в описании. В следующем видео мы наконец-то вам сможем рассказать о крутейшем велопоходе по Китаю. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки.
Уже подписались?